Всем привет! Брестская область. Мы в гостях у ЕВПК Леонида. Сейчас мы заехали на его виноградник и тоже посмотрим, как у него, что тут. У него тут плантация, я вам скажу, не детская. Пересудовичи? Пересудовичи. Да. От Лосьон Пересудовича. Так, ну вот это вот все, вот это как бы мой участок. Вот это, подожди, вот то. это докуда, простите? Вот, До фермы. вот до того поля, еще 100 метров после чистого поля, это вот я сейчас готовлю под яблочный сад. На вырубку еще пойдут, да? Да, это вот я сейчас вычистил вот это вот все. Угу. Здесь вот эти деревья растут, это там сажалка. Тут будет тот самый приют для животных. Да, здесь 1000 штук погибло. Это тоже все твое. Да, вот Офигеть. огорожено. Я говорю, есть в Беларуси скромняки. Ты буржуй. Мы Мы поняли. Нет, не буржуй. Мелкий фермер. Да, начинающий. Ну пойдемте. Первый участок тут уже. Слушай, это у тебя все технари. А почему такая формировка, расскажи? У тебя одна Нет, одна не могу понять. Двухплоскостная. Двухплоскостная. Для технарей, как бы, это ж вроде бы не совсем правильно. Ну, это получается уплотненная посадка. Плюс, если ты открываешь букварь любой, то ты видишь, что количество глазков в среднем от 30 до 40. Ты у технарей видел когда-нибудь такое количество глазков, чтобы на одной плоскости было? В основном меньше. А это значит что? Это значит, много будет жировать. Угу. Вот. В принципе, почти все здесь, они будут идти под 30-40 глазков на обрезку. Это пока формируются Или я не лозы. так понял? Вот, сейчас эти лозы пока в стадии формировки. Я смотрю, Это Юхани. Юхани. Юхани, ну правильно говорю. Под 40 глазков. Да. На две плоскости. Грубо говоря, 10 глазков, 10 побегов на метр. на один рукав. На один, угу. Это у тебя весь ряд ехать? Нет, у меня здесь 140 сортов. Это на испытании. А Ну, те, пойдем. которые ты уже вот испытал, и они у тебя на постоянке, сколько? У меня пока такого нету. Постоянно. Все-таки испытаешь. Растяжки такие сделал. Вот одна лопнула даже. Ну Ну, так засверленный- слушай, оно такое, я засверленный- скажу, натянуто как струна. Так, Ну и коря серьезно. засверленные просто и все, да? Да, это все здесь поднимается, на метр. Да, вся лоза. Ну Почему? все у тебя укрывное. Да, оно все укрывное. Ну, есть как бы не укрывные, но я все равно все укрываю. Вон сено лежит. Солома в смысле. Сено. Сено? Почему сено? А потому что здесь рядом заказник косит постоянно ясно. траву. И я у него. В общем, что под боком, то и взял. Да. Туран бедный несчастный. Почему бедный несчастный? А потому что он не особо набирает кондиции. У тебя расстояние по 1,5 метра Примерно примерно. ароматный. Вот. Это, короче, пришел вместе с Тураном, как Туран. После пыток корешок сознался, что это 10, 18, 30. Это Есовская? ЕСка, да. Ну, это все-то вот 8 туранчиков. Здесь это ливадийский черный, вот, в прошлом году посаженный от Приходько. Вот. Это пина из пинского порнопункта. И ты формируешь свисающий прирост здесь Да. вообще? Здесь обыкновенный лист, да? А смотрим дальше. Резной. Оп, и он становится резным. Вот одно, Ну одно да. и то же растение. Как посмотреть, не знаю. Поэтому Ну, не основной срывать же. в средней части. То есть, вот. Вот. Одно и то же растение. Угу. Это моя суперзилга. А ёпрст. Ну да. Металла пошло сюда. А когда снимать будешь ее уже? Наверное, следующий Сегодня какое? неделе. 12 сентября, да? Да, вот в четверг, наверное, буду. Уже как бы готово, да? Не, она еще не готова. Я сейчас дважды прошелся розаликом на прошлой неделе. И сейчас еще, думаю, подтянет бриксов, пару бриксов. Вот, А сколько на сегодня мерил? Ну, она 18-19. Короче, до 20 хочешь 20-21, дождаться. она, в принципе... Ну, пина порвала все. Дожди, Просто короче, в хлам. накрыло, да, тоже? Мускат донской тоже практически готов, его можно снимать. Да, лист красивый. Вот я их 8 штук. Вишневый ранний. Вот он, Это... вот он его порвал, Ага. и вот он так горошился. И что ты с ним будешь делать? Ничего Просто не на знаю. мусорку? Пока
Вот так морозец у меня поработал. Это сейчас, Это который вот, это вот. 6, 5, 7. Вот почему Это в начале сентября у Да. тебя был мороз, прихватило. минус 3 градуса. Извините, это От Брестская юга, область. Брестская область, юга, блин. Да. Почему я и вытягиваю все на метр выше? Вот видите, 50 сантиметров, ну, эти прикрывал там мешками, но надо было, конечно, сеном. Выше Да, просто он не выше трогает. 30-40 сантиметров он не поднимается. Что осенью, что весной, поэтому у меня все формовки, они все Весной, высокие. либо весной его просто прятать в соломку, в сено, и он Я, тогда не трогает его. У меня почему запоздалая вегетация? Я тормознул вегетацию специально. Это Дорса. Вот, это единственное, что Красохинская выжила. Дичея Заматош. Так, это Кабернеха Кортис. Сахар сумасшедший. Ну, лоза мощная у тебя такая. Ну, здесь, Это сколько ему? Второй год сколько ему? да. Здесь 2,5 метра вода, первый слой. Угу. И здесь не легкий северный склон, да, я так понимаю? Нет. Нет? Ну, здесь склона нет, здесь равнина. Равнина? Это Дорса. Дорса. Характерный красный лист. Это мукузанчик. В принципе, тоже его уже можно снимать. Вот, у него от 22 до 23 бриксов. Надо высит. Это Леон Мио. Тоже его порвало слегка. То есть порвала Леон Мио, пина. Пина и слегка фош. Вот. Мукузани. Видите, он рыхленький, нормальненький. Все проветрилось, и его так не рвало. Слушай, тут как партизану надо в наклон ходить. Да, это регент. Леня Не под себя. мешает. Ему не мешает. Это не для нас. И не для меня, я больших. иду в полу. А я вот как раз под Регент, ну, фош тоже слегка порвало, процентов 15-20 его покоцало. Вот это сейчас вот предпоследняя формировка. Лоза будет... Лежать. Нет, она будет все обрезаться на 3 почки. И это уже будет окончательно. Кордончик такой получается. Да, это получается кордон. Ну и обычная лоза замещения всегда у меня присутствует. Неважно какие. Если есть, почему бы нет? Да, она не помешает, ее просто режу коротко на И с зиму. нее потом. Запас, в общем. Да. На На всякий всякий случай. случай, если вдруг какая-то лоза умирает, ну, Всё рукав, правильно. быстренько его выводим опять. Козы не твои, нет? За забором. Ну, это тоже подзаборная, тут красотка. И, Красотка подзаборная. да, Хорошее красотка название. подзаборная. Вот. Ну и платочки там с Еской 26. Тут такой, как в институте, Володя, да? Только немножечко как-то более ответственно, да? И только не хватает роз. в начале Сразу каждого видно вот куста. свое, да, вот с душой как бы и Да. со всей ответственностью. Трольхауген. Тролль Хаугер. Ген- Трольхауген. Сидлис. Вот. Немецкий некий? Нет, америкос. Америкос. Так, а это у нас Манитоба. В принципе, тоже готово. Попробуйте. Впервые слышу, честно говоря. Ну и попробуем. Сок окрашенный. М. Да? О, смотри, окрашенный сок, да? Да, красится. Ой, сладенько, слушай, вкусно. Это насадку. красень. Да, Красень. Мгм. Такой. Первое плодоношение его. Тоже. готово. Не раскачанный, будет он намного-намного больше. Так, сектор это у нас мускатблау. Ага. Вот. Тоже он практически. Смотри, он плотный. А что он такой маленький? Подожди, мускат блау. У меня мускат блау, он чуть покрупнее. крупнее и это самое. Почему? Откуда я знаю? Прикол. Вот это тоже типа мускатблау. Не, но- вот это вот больше на мускат Вот блау. этот больше да. похож. 35, Во, вот 44 этот. или что? Вот, Это вот. мускат блау. Не осы. А тут, оно наверное, при- что-то- Оно пришло все вместе. Примесь. Это, скорее всего, какой-то А пересорт. вот 35-44 Так оно и будет. Вот, Да, вот да, мускат да, блау. да, Вот да, эта да, ягода это похожа. Вот это точно мускат блау, а то примесь какая-то. Ну да, есть такое что-то. Похоже. Так, это альминский. Пошел. Вот это вот он. Вот он, да. Тоже. Ну и нагрузка лучше. Конечно. Ну смотрится. еще, я говорю, она еще не совсем он. Ну, роста не было, да? У меня их троица. Это альминский, гурзувский розовый и ливадийский черный. Это 3 брата. Цвайгельд. Пошел уже вот изюмчик. Это Ух ты, не оторвать. Ё-моё.
Ну, готов. Ну, это Не, австриец. хотя кислинка есть. Это австриец. Кислинка есть. Это самое. Вот, это Блатнера, кажется. Кристальчик. Да, это кристалл. Говорят, Володя родного видел. говорят, что он это самое слаборослый, но здесь он... Выдает шедевры? Не, ну нормально, все Нет. равно он не сильно. Нет, но он не сильно рослый, все равно по нему видно, да. Не, почему? Смотри. Нормально. вот Так не пасынок, забывай, откуда у него оно идет. Ну да. У него тут сколько у тебя? Сантиметров 70? Сколько? Здесь 90. 90 от земли. Да. Левокумский Знакомство. устойчивый. Один из кандидатов на отбор в промышленную посадку, потому что среднерослый, не болючий. Вот, нагрузку он Пасынков неплохо. минимум. А? Пасынков минимум. Пасынков минимум, плюс у него простой вкус, он как база для вина, он в принципе очень неплохо. Да и в принципе он в моно. Вот я трехлетнюю бутылку открыл недавно. Легкий, очень фруктовая ароматика, такая ненавязчивая. Любимец всех дублянский. Вот. Пробуется он тоже уже. Почти Да, он же как видно, вот если- желтый уже. Ой, мягенький, совсем. Попробуй. Дублянский. Никогда не пробовали. Мушкатик. Ну, скажи, сахар. Это Я считаю, мед. он готов. Ну, еще косточка, видишь, Да. слабовато. Вкус Она не хороший. выделяется. Хороший вкус. Да, Да? из него вино Я бы не прикольное. сказал, что слабовато. А это денисовский. Столько этих. Денис, пробовали со стороны, знаем. Вот. Они все там столько. Ну, Леши Первое один из любимых сортов. Да, он о нем Говори, хорошо в принципе, мнение. вино- Говорил. вино Ну вообще он болючий, получилось. по-моему. Кто знает, что это? Цитроны. Правильно. Откуда ты сюда? Глаз набит, осталось только морду набить. Да? Оценим. Ой, еле Но он отодрал. еще не готов. Ну, чуть позже он. М, да. Кисловатый, Ну, но почему-то вкус хороший. бывает вот такая беда. А что это? Ну, глаза просто одна. Сухорукавность какая-то. Что знаю. Укрытие было сухое. Укрытие? Солома. Солома. Ну, вернее, сено. Сено, да. Короче, укрываешь ты соломой на зиму, укрытие. как и в институте, да, Часто Володя? бывает. Нет, больше слой. Не, ну Я в смысле Только на тоже, в основании смысле тоже поставить соломой. всё. На такие масштабы особо не напасешься укрытие. А дальше пошел ХЗЧшный голубок. Вот. Почему ХЗЧшный Не похож? голубок? Потому что это Не голубой. да, с Пинского порнопункта, опять же. Ясно. Вот. Но в принципе по органолептике, ну я не знаю, и по листу окантовка голубковская, ну А по ягоде окрашенный? Сок не Сок крашеный. не окра- крашеный или нет? ну пробуй. Если ну, если окрашенный, то все. Ну, чуть-чуть есть, но его. Наверное, он. Ну что-то похожее. Сладючий уже. Сладючая кислота как надо. Ну, Ну, на всё, следующий- вроде похож. Траминер. Ясно. Господи, сломать язык можно. Ну да. Это гевюрц. Дальше что-то на платовское похоже. Может и не Это платов. Платовский, конечно. Это платовский. На его гонит. Хорош. Мне У нравится. тебя Честно, хорош. У него У какой-то меня он не хорош. У меня даже, Тоже- у меня менее рыхлая гроздь, но и Тоже крупнее один ягода. из кандидатов на промпосадку. Мне потому нравится что, он. ну, как база для вина, для более ароматных сортов каких-то, как базовый, плюс пасынков минимум, не болючие, среднерослые. Свой какой-то вот. В моем нету вкуса. Степных трав. Я А здесь бы есть. сказал. Степей. Мне. Да. Луговой. Ну что-то вот. В моем вкус земли. Хоть ты убей. А луговой. Ну, извини, не Степной. перебивай. Здесь другой. Да, это просто, вот эти шпалеры, это баловство, будем так говорить. Это мне хотелось узнать, насколько, просто, ну, есть такая формула, Есть привкус, мне нравится. вот, есть формула, по которой можно рассчитать любую шпалеру и эффективность по направлению. солнца, да? Да, эта шпалера 93% у нее эффективность. Короче, Вот и ты вот максимально это- вот ответ. вычислил, Вот что ответ. ему Да. надо. Свободное время, пару зим брел, так чтобы уголок и весь материал, он расходовался 6-метровая палка. А почему не Вот такие красил? кусочки. А? Почему не красил? А смысл? Смысл. Самое больное место это вот это, где труба переходит в бетон. Мгм. Там обычно мокнет, там обычно ржавеет битумной мастикой.
Так, ну это цветочный. С хорошим вкусом. Ну еще, да, он еще не готов. Так, что я, блин, беру с маленьким флагелом. Попробуй. Интересно. Если еще не готов. Ну все равно. А вкус есть уже? Есть. Он чуть-чуть сахара маловат, точнее, наверное, Ну, кислота. своеобразный Ну, вкус. он Мне еще- понравился. Но именно цветочный, он не просто так назван. Я ж давал. Хорош. Вот. Ну, ему сахара надо. Ну, это Ну он еще наберет. вот этих да. 2,5 недели холода. Да, И вот всё. это красохинская магия. Мы потеряли в этом году. Я не знаю, что с ней. Вот, пытался и калием лечить, и магнием, и хелатами. Это магия. Это магия. Не знаю, что с ней. Может, в этом и задумка, это В этом- магия. Да, в названии Лист, кроется конечно. магия и в поведении данного сорта Она- тоже. И вся такая, да? Это все. Она вся У меня нет. Это не просто один куст, это все такие. Может, Капец. ей что-то не нравится. Почва не идет, ей Не для ее просто-напросто. почвы, может, надо Может, действительно- да. Не может же их всех хрущ тут поесть там или Не, что-то не, это. не. Ну, это что-то с почвой. Похоже, да, почва не нравится. Она Нет. и вызревание у нее слабое. Так а как, если листового аппарата нету, как она может вызревать? Тут же листья вон насыпались уже. Да. Голые лозы стоят. Поэтому- Уже не специально ж не Поэтому срывали, я пасынки и не убираю с нее. Ну, правильно. какой-то Чтобы она вегетация хоть ж должна как-то, быть. да. Ну это Бианка. бианочка, Тоже кандидат тоже на, кандидат, на да. массовые. Серый обрабатывал? А? Это серый или что это? Нет, это этот сам, хилаты. Подкармливал. Аврора. Да. Вино, в принципе, мне Кандидатов на размножение. понравилось. Да, на посадку. А почему? Я вот у Володи пробовал, что я не загорелся. А от Володи он попробовал и решил. И загорелся. Не, я ну а я мне его интересно. просто сделал и сохранил бутылку Мгм. трехлетнюю. Недавно ее дегустировали. И я хочу сказать, что в принципе мало чем отличается от шардоне по органолептике. Мгм. Ну, во-первых, у магии в родителях шардоне. У Авроры. Аврора. В родителях шардоне. Вот. У нее формула 69% виниферы и 31% репарий. Ножка вот она меня потрещала чуть-чуть. А вот это солярис, вот солярис. салатовые. Да, И солярис. лопухи. А это мы... Подожди, я вижу лопуха, я не вижу грозди солярис. А вот она вот рыхла. они. Вот. А чё ж она такая? Ё-моё. Ну кормления нету, короче. Чем жестче, тем выше качество. Понятно. Не забывай. Ну да, для вина их, они Это должны важно. страдать. Да. Леня заставляет их страдать. Ну, кормлю иногда. Вот это долбанутый мускарец. И это он. Да. И что-то они как-то по-разному слегка выглядят. Ну, это маленький, это взрослый. младший. Год. Савиньон Блан. Не готов? Нет. У него еще где-то 16-17 бриксов. Илийский. Да. Типа. Типа илийский, да. Вот это? Да. Ну, А что в нем хорошего? они, ну, то, что он розовый. У меня маленькая шиза. Я хочу создать розовое вино наподобие анжуйского что-то. Поэтому коллекционирую розовые сорта. Чтобы потом экспериментировать. Да, Будешь что изобретать Да. свое. То есть это клон Шардоне, более ранний который, да? Ранее ароматные. Ранее ароматно. Насколько он раньше? Ну, неделю точно. на неделе две. На неделе две раньше. И реальные какие кондиции вот у вас? Ну, сейчас у него 16-17 бриксов, но кислотность 3,0, 3,02, вот так. Так, вот это мне понравилась, вот эта штука. Я ее только в этом году посадил. Траминер розовый. И он меня сразу удивил, потому что после посадки он пошел в рост. Были заморозки весенние, я забыл его укрыть. И что самое интересное, он вообще не Живой? пострадал. Вообще не зацепило. Вообще. Дело в том, что у него лист, он мохнатый немного. И, наверное, за счет этого он, получается, держит хорошо. Шубейка, в общем, у него Да, есть какая-то. Да, ну такое ощущение, что просто лабруска чуть лучше Да, держит. как у лабруски идет шубейка такая. Лохматая она, не лохматая, просто Ну, лучше это Г-89-3 Это Нина. Нина. держит. Да. Это Фронтиняк Гри. Тоже Тот скоро, самый. скоро на съем. Вот. Тура. Ну, ХЗЧшное вино. А Она осы пожрали? Нет, потр- она потрещала немножко. и засохла. Ну, она уже у нее 20-ка. Это ЕСки. Это ЕС 5817. Ну, лабруска. Просто
Кому нравится, он Простой. В уходе. Красовский сделал розовое вино из кучи лабрусок. Получилось вино со вкусом лаврового листа. Так прикольно. Может, надо было сразу лавровый лист добавить? Вот. Это Эдельвейс. Эдельвейс, да. Да. Ну, насколько он похож на Аврору? Просто Нет. один в один. У него потом со временем будет более крупная и более плотная гроздь. Как кукурузный початок буквально будет. И вот главное, чтобы гнили не было. Польско-еврейский он Изя. Изя. Да, Изя Залиск. Вот, Тоже и перед- попробуйте. Изя, И вот иди сюда сюда. Да, гриб. Угу. Косточка еще такая светловатая, но окрашивается. Мускат пламенный. Да, под таким названием он пришел, как говорится, нам. в Белоруссию. В этом году на маточнике он у меня не укрывался. Рос рядом с маркетом, растет. Так вот, у маркета в 2 раза больше выпадов по почкам, чем у пламенного. И пламенный практически не пострадал. Так, ну это рислинг рейнский. Своеобразный. Рислинг? Да. Рейнский. Это... Любители прибавки. А он еще ж не готов, наверное. Рано Не, ему? он не готов. Это Сережка. Он довольно поздний, наверное, да? Да, это его. От него пришел. Я не знаю, откуда у него рислинг этот, но это от него. Вот я его, Шардоне, молодые посадки, да? да. Шардонюшка, вот его 4-8 лоз, пролет. Ну и дальше, вот видишь, это вот последствия заморозков. Вот этих осенних. Да, вот, Который Всё, идут. полегло. Смотри. да. Следующий ряд, Ну, посмотри, вот слева от тебя, вот видно. Да, вижу. Четко ряд лежит просто. Это рислинг рейнский, это от Приходько из Киева, его саженцы. Это рислинг крымский, Магарача. Да, это рейнский, это стандартно, а это магарачские, нет, это смесь рислинга и, кажется, софтблана. Я не помню точно, но там он немножко модифицированный. Вот кто-то говорил, что Йоханнитер слаборослый. Обалдеть. Вот, ну посмотрите, я скажу. Стоп. Стоп, это 100% Нет, стоп, Юханитер? это не Йоханнитер, это этот самый, это мускат Галларини. Голодреги побег. Вот, а вот Йоханнитер, вот он, Угу. вот. Нормально, нормально. Ну Вот да. он так разгоняется на песке. Где- Здесь кормежка? супесь. Под Кормежка? корень. Что Нет, было? нет. было? Я сразу закладываю в лунку. Ну, лунка Вкусняшки. под бур, ну если так. Под бур. Она ж 200, небольшая. 200 бур на 60-70 сантов. Вот. Сразу закладываю вкусняшки туда, суперфосфат, золу и старый компост, Мгм. там или куриный, там или еще какой. Или я добавляю кружку гумуса. И что мы имеем? Это год какой сейчас? 2-й год, наверное, да? Ну это вот, опять же, это ляжка Гарганега. 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 Это дорогущее вино, которое из него, да? И никакущее. И никакущее? Или это в наших условиях никакущее? Оно не, Оно оттуда мы продается, итальянское. сюда привозят и Да, никакущее. так, ну это формовка будет заключаться в том, что здесь будет еще дополнительная проволока. Она будет двухпроволочная вся. Здесь будет по 2 рукава. Вот, допустим, вот я выгоняю сейчас. Обычно выгоняю 3 рукава. Вот. Один идет на замещение. Ну, тут это платовский. Вот, она уже вон какая. Она Миннесота. как столовый гонит. Вот. Вот это вот красненький лист, это ДМ-85, А что 21.1. это, чье это? Тоже оттуда, со Штатов. Ну да, маркировка Вот. ДМ. Да. Так насчет формировки. Ну да. Две лозы будут ложиться на нижнюю проволоку, будут 2 проволоки. Так как они посажены через 1,5 метра, то длина, грубо говоря, плодоносящей части будет 1,5 метра, но она будет состоять из 2 рукавов. Смещенных на Вот, соседа. нет, Нет? они будут идти параллельно, под наклоном, параллельно. Один рукав будет плодоносить 75 сантиметров, это его зона плодоношения. Второй рукав параллельный, голый, до 75, а дальше пошел 75, дальше. это Мгм. его зона плодоношения. Тем самым, при такой формировке, это в принципе патент
института новороссийского, Новочеркасского, да, Родченко такой есть. Вот они сделали эту формовку, они ее проверили на Бьянке. Вот. И в принципе я ее просто немножко переделал под наклон. У них она прямо стоячая и угол прямой. Я ее сделал под наклон для того, чтобы укладывать и да. Расстояние Вот, между проволоками сколько будет? А здесь вот ширина Прям на трубы. столб и все, да? Да. То есть варить планки никакие? Да, ну зачем? Смысл? Здесь вот просто так как это труба, ну я сейчас накопил как бы силы. У меня арматура 18-20. Ну, вон, посмотрите. Да, я знаю, но не хуже. Да. И то стоит. И просто вязальной проволокой прикручиваешь и вперед. Достаточно. Еще заложение чувствуется, что почва живая, ты идешь, она под тобой дышит вся. Она не утрамбована. То есть, вот, Это что у тебя? Это Датчики, это датчики. температурные, Это и влажность. влажность, температура, это все передается на базу. У меня там, у нас их 3. Это на этом поле, на том, и у нас же еще один дом там. Короче, все серьезно. Это пина, тот же вот, как его Серега Красовский сказал, что это минье. Вот. Я считаю, что это пина прикос. Видишь, тоже как подмерз. А тут поверху А здесь поверху непонятно. Это клон 115 пина. Более разреженная грозь, и поэтому ну, тоже, видишь, посадил и забыл про него. Не укрыл ничем. Его садят в основном в Новой Зеландии. Вот этот 115 клон. Потому что гроздь разрозненная и он не трещит. А в Новой Зеландии, особенно в Мальборо, сырость очень такая, вещь серьезная. Мускат Галадриги тоже. Вот он. Да. Здесь пина 7,7. И вот это клон пина, который Приходько обозвал пина странник. Тоже один из клонов. Ой, Скандия. мама дорогая. Он обвешался. Не, он у меня тоже нагружен. Грузится хорошо. Ну, выход сока небольшой. Ну, у него небольшой выход сока, но очень прикольное вино получается. Ну, он, по-моему, дубовый. Дубовый или он не готов? Он Скандия со вкусом. Не готов. Не готов. Он со вкусом Лакрицы? лакрицы. Кто такая? Что это такое? Что это так? Лакрица от кашля капли в детстве. Ё-моё. А, все ясно. вот это я вот- в детстве просто не кашлял. Сахар есть, но кислота. Ну, Фронтиньяк. фронтиньяк это всегда. Большая, ну, большая кислота. Она. То есть надо кислотопонижение делать? Зачем? Нет? Его надо смешивать вот с таким Со Скандией. типа туран. Туран. Вот. Леон Мио. Вот здесь его 2 пролета. Ну, ландо кончается, получается, да? Да, По ландо, лесу смотришь. ландо заканчивается, получается дальше Леон Мио. Вот, ну здесь спина опять прикос. Корень перегрыз. Вот видишь, Ага. почка пошла в Ага. рост. Проснулась почка. Да. Тепленько у вас тут. Реально тепленько. Вот. Но вот, Ну и у пинчан наших же ну тоже это просыпались вот почти. это Мерло, клон R3. А есть ягоды где-нибудь? Нет, Нет, еще почему первый только? Даже первого На следующий. плодоношения нет. Вот видишь, тоже вот такая вот беда полностью. Ну и бог с ним, уже там все до туда не вызреет. Не-не-не, вызреет. Вызреет? Здесь дело в том, что я почему борюсь с пасынками, потому что их не должно быть на рукаве вообще, чтобы потом пенечки не оставлять. Мгм. Лучше я их выломаю сейчас, когда еще он ломается А нормально. почему? Потому что рана большая или? Ну, Потом, понимаешь, ты все равно, когда ты режешь тот же пасынок, ты оставляешь пенек сантиметровый. Мгм. Ну а теперь простая задача из гидравлики. Мгм. Когда по весне, это сверчки такие здесь. Охренеть, я переканил, думаю, что за что это, живность. да? Это еще маленькие, они вот такие вот бывают. Вот. То тогда у тебя получается, что как в любой трубе, по которой В течет маленький вода, объем больше дает. Нет, в маленький объем просто идет завихрение. Ага. Вот как будто у тебя перекресток, да, разветвление. И у тебя получается, что жидкостью туда хочет проникнуть. Но там тупик. И она начинает подкручиваться. И получается, что у тебя питание, весеннее питание, когда от корня идет уже на почку,
у тебя начинает оно буксовать. Насколько это видно вот внешне реально? То есть в этом месте почка быстрее стартует рядом, соседняя. Ну, вообще считается, что этого допускать нельзя. Мгм. Вот. Мускат пламенный. Да, вот такой вкус у меня тоже точно так же. Да? Как на вкус? Готов? Ну, у меня такой же один в один. Кислинка чуть-чуть слабая. Ну, Муската я не чувствую. А вот Леня говорит, что в вине он его потом чувствует. он потом раскрывается. Ну, здесь То есть, ну, его пробовать надо смотреть. два ряда. Ну, шикарный на самом деле. Вот. На сегодня. Вот. Что- Это что два еще ряда. Это фош, ряд фоша. Вот. И ряд Марки. тартовал. Это лоза из черенка короткого. Одна почка была. И потом, сейчас уже, почему он начал, сначала он начал бледнеть, сейчас начал краснеть. Дело в том, что я понимаю так, что перед черенком, где он, откуда вырос, он череночек маленький, а лоза вот такая вот. И там образовалась вот такая Пробка? гуля, пробка, скорее всего. И питательные вещества не поступают Корень в корень. в полной мере. Она есть там или, ну, видно? Ну, ее закопал. Закопали ее. Так, ну вот, То есть, а как с этим тогда бороться? Ну как она со временем? Просто пройдет со временем. ну, может, Посмотрим, может типа, на он, следующий год. там калюс образовался, шишка такая калюсная, вот, и ее закопали. 3 теплицы. Да. Это- Это белая, это розовая, это Не понял. А черная. как здесь будет задумка? Как что здесь? Арки и что это? Ну вот, это разметка под теплицу. Столбы будущие, да? Вот, теплица будет отсюда. Это столовый сорт у тебя? Да, Столовый это сорт? столовая. Это полностью под столовой. Да. Так, а теплица что здесь будет? Полуарки какие-то или как? Как она? И они у них общая стенка Нет, не будет? стенка не будет общей. То есть одна стенка думал нормальная, вот здесь не сделать будет ничего. большую одну теплицу, но с ней больше возни, она больше расхода материала, и она более... Ну, есть нюансы. Да, здесь все будет расти на перголе. Мгм. Это будет полностью пергольная. Не, ну я смотрю, вот Теплица. в размер большой. Кровля, крыша какая будет? 640. Здесь крыша будет обычный, Двускатка. да, И три домика, три Да. крышки будет. 12-метровая, рассчитана по 12-метровую пленку израильскую. То есть Нет, Первый, Винодробилочка. наверное, что-то такое. Она, подожди, она ручная или да, нет? это малинара, она самая такая оптимальная. Вот пресс уже. Новенькая. Походу еще мушка не сидела на ней, да? Ну только помыла ее вчера. Все, я понял. Вон, смотри, сзади еще. Вот. Обойди. Ага. Вот так. Все новенькое, все с душой. Ну это мы поняли, да. Ну, и рычаг. Ну, а чем она хороша? Потому что это все разбирается. Класс. Вот Вот. это класс. Можно мыть. Плюс здесь вальцы алюминиевые. И они регулируются по расстоянию. На расстоянии. Под разные ягоды. Под разную гроздь. Вот, друзья мои, вот такие у нас виноградники в Беларуси. Вот такие у нас виноградари. По-моему, заслуживает лайк. Абсолютно. Леня молодец. Масштабы меня просто впечатлили. Ну, на этом буду закругляться. Всем пока. Подписываемся на канал. Жмем колокольчик. Удачи.